Mesdames et messieurs, bonjour! Как парижане проводят свои выходные дни? Обычно уезжают. У кого есть загородные дома, свои загородные дома, а у кого нет загородных домов, то уезжают куда-то поблизости на один день и хотя бы вот сюда, в лес Фонтенбло. Лес Фонтенбло от Парижа всего лишь 50 километров. И здесь же находится рядом и деревушка Барбизон. Вот по этой деревне мы сегодня с вами прогуляемся. Очень многие французы в выходные дни занимаются спортом, естественно, на велосипедах катаются или бегают, или занимаются скалолазанием вот здесь, в этом лесу Фонтенбло. О Барбизоне я уже снимала видео, так что, кому интересно, можете посмотреть по ссылке. А сегодня просто поговорим о том о сём. Во-первых, я не планировала сегодня снимать видео для YouTube, но по профессиональной привычке решила поделиться с моими постоянными зрителями, влюбленными во Францию, красотой и атмосферой этой деревни. А во-вторых, я хочу поблагодарить моих постоянных и давних подписчиков. Можно сказать, что со многими вами знакома заочно, тем более, что у некоторых подписчиков тоже есть свои каналы на YouTube. Так что спасибо вам за поддержку и спасибо, что вы делитесь ссылкой на мои видео с друзьями. Благодаря этому, а также благодаря лайкам и комментариям, YouTube продвигает намного чаще мои видео. Путешествовать и снимать видео – это моя страсть, но пока я только учусь снимать видео. Не все получается, как хотелось бы, но, как говорится, дорогу осилит идущий. И еще я учусь монтировать видео, подобрать музыку, кстати, это вообще отдельная история, потому что надо найти музыку без авторских прав и прослушать десятки и десятки саундтреков. Поскольку я живу давно во Франции, думаю, что я знаю неплохо эту страну, была во многих регионах Франции, очень люблю Лазурный берег, и особенно город Ментона по-русски, неплохо знаю этот регион. Очень люблю я Савою, Верхнюю Савою, французские Альпы. Путешествовала по Пиренеям, от Перпиньяна до Бьяррица. Отдельная история – это Британия, это необыкновенно красивый регион во Франции. Так что хочу вам сказать, что чем больше у меня будет подписчиков и чем больше будет просмотров моих видео, тем больше у меня будет и возможности показать вам неизвестную для вас Францию. Тем более, что путешествовать по Франции удовольствие не из дешевых, особенно на машине. Например, сейчас литр бензина стоит около 2 евро. Но не будем о грустном. В Барбизон я приехала утром, потому что в утренние часы самый красивый свет и цвет. И в Барбизоне сохраняется декор 30-х годов 20 века. Деревня просыпается, все друг друга знают. В магазине сыров Валерий приветствует гостей. Полин открывает свой бакалейный вегетарианский магазин, а Жюстин расставляет стулья в чайном салоне. Барбизон не совсем обычная деревня для Франции. Это деревня художников. Здесь много художественных галерей. Это место встречи парижских бобо. Я о них рассказывала. Смотрите по ссылке видео. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment ça va? О, весьма аппетитный магазинчик. Кондитерская.
Еще покажу вам деревенскую церковь, а потом поедем в небольшой городок, совсем недалеко отсюда, который является настоящей декорацией для исторических фильмов. В 20 километрах от Барбизона находится небольшой город Море на берегу реки Луан. Расположился он на опушке леса Фонтенбло, насчитывает 4500 жителей. Этот средневековый городок très charmant, обладает непреодолимым шармом. Город небольшой, но имеет богатое историческое прошлое. Сохранилось немало средневековых построек. Здесь бывали многие короли Франции. Сюда приезжали художники-импрессионисты. Изумительно красивые пейзажи запечатлел Альфред Сислей на своих полотнах. Последние 10 лет своей жизни художник жил в этом городе. Средневековый облик Море привлекает режиссеров. Здесь часто снимают фильмы. Из последних это первый фильм трилогии «Три мушкетера», который назывался «Д'Артаньян». И второй фильм этой же трилогии «Миледи» выходит на экраны 13 декабря этого года. Исторический центр прекрасно сохранился этого старого города. И в воскресенье улицы центральный исторический центр пешеходный полностью становится. А это мэрия этого города. И вот этот фасад, что вы видите напротив, 16 века. То есть эпохи короля Франциска I и саламандра Франциска I. Это старая мельница 18 века, прекрасно сохранилась. Замечательный городок, который находится от Фонтенбло в 10 километрах всего лишь. В Море производят старейшие конфеты во Франции. Бом-бом, по-французски конфета. Это конфеты из ячменного сахара. Были созданы сестрами Бенедиктинского монастыря. Рецепт конфет остается неизменным с 1638 года и по-прежнему держится в секрете. У конфет мягкий нежный вкус, их любили знатные люди, от короля Людовика XIII и его двора до Наполеона I, который был в восторге от этих конфет. Говорят, что Сара Бернар не выходила на сцену, не согрев свой голос ячменным сахаром. Хотя монастыря давно нет, но конфеты из ячменного сахара по-прежнему делают в Море по рецепту 17 века без добавления красителей и ароматизаторов. О, здесь такой симпатичный магазинчик.
Для тех, кто путешествует по Франции, можно посоветовать посетить сначала замок Фонтенбло, потом приехать сюда, в Море, прогуляться, пообедать, а потом можно еще успеть посмотреть замок Воль-Виконте, построенный для министра финансов Николя Фуке. Это рядом, кстати. Всем удачи и до новых встреч на канале о Франции и не только. Пока!